Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня расскажу немного о своих плетистых розах, а точнее конструкции перголы для 8 плетистых роз. Мне уже несколько раз задавали этот вопрос в комментариях. Я старалась, чтобы она в кадр не попадала до лета и показать это место во всей красе позже. Но потом решила, что сейчас самое время разглядеть ее получше и разобрать конструктив. Возможно, вы используете что-то для своих плетистых роз и сделаете свою перголу заранее. Всем еще раз добрый день. Обещала рассказать, у меня спрашивали за вот эту перголу для роз или пергола. Сейчас установлю на штатив камеру и похожу вам, расскажу. А пока вот так. Издалека ее покажу. Нашла небольшие летние видео. Я именно с этого ракурса ее обхожу. Вон зимуют мои плетистые розы. Но у нас сегодня тепло. Ночью, правда, минус 12, а сейчас минус 6. Ну, тепло относительно. Так, Адель. Аделька. Лечили мы ее целую неделю на капельницах. Расскажу, как конструкция, из чего она состоит, как и что. Для нас это было несложно. Всем привет! Потому что мы по профессии проектируем из металла. И поэтому все легко и четко рассчитали, какую нагрузку несет, что и как тут надо придумать и между собой развязать. Поэтому расскажу и вам. Сейчас поснимаю. Немного архивного видео показывает, как тут красиво летом. По ходу обзора перголы назову сорта плетистых роз, которые там растут. Акцентирую ваше внимание на том, с какой стороны от нее располагать кусты роз и почему от габитуса куста и сорта розы зависит эффектность перголы. Почему лучше сажать с обоих сторон одной арки одинаковые розы, а не разные, как посажено у меня. Если бы я планировала этот розарий сейчас, я бы немного поменяла сорта роз. Приятного просмотра и не забудьте поставить лайк. Всем еще раз здравствуйте. Сегодня про вот эту перголу расскажу вам. Тут зимуют мои плетистые розы укрытые. Я вам потом пройдусь, покажу, как я их наклонила и как что происходит. А сейчас именно про конструкцию, про вот эту хочу сказать. Поменяла немножко ракурс. В общем, у нас эта конструкция прямоугольной формы. Она врезается в круглую дорожку, которая идет вокруг розовой круглой клумбы. Я вам покажу ее сейчас, обойду, может быть, как план сверху. Сделаю, чтобы было более наглядно. Поэтому получилось одна сторона длиннее, тут у нас 5,5 метров, и вторая сторона 3 метра. Вот это. Поэтому было решено сделать не симметричную, не просто 3 арки, раз, два и 3, а еще добавить одну секцию прямоугольную, чтобы по более длинной стороне. Тут у меня еще 2 розы поместилось. Роз много, поэтому хотелось большее количество роз на перголе зафиксировать. Сама конструкция труба 20 на 20. Можно взять 25 на 25. Зависит от того, какая у вас высота наверх идет. У меня розы мощные, поэтому
мы 3-метровую трубу зафиксировали вниз на полметра, а сюда идет вверх 2,5. Если вы ниже хотите 2-метровую, берите, соответственно, какую высоту вам надо. Но учтите, чем выше вы будете оставлять верхнюю часть, тем больше должна быть часть, которая фиксируется. Фиксировали мы, бурили буром яму полметра, вставляли щебеночная подсыпка и заливали бетоном. Зафиксированы 2 ноги вот эти с этой стороны и 2 ноги с этой. Заливали бетоном. Вот она немножко подвижная конструкция, но так и должно быть. Значит, декоративный элемент набирайте какой хотите. Саму верхушку я сделала консоли, повыпускали мы. Планировала на них петунии или что-нибудь вешать. Но думаю, не буду. И значит, таким образом мы сделали 3 арки. Ширина полметра. Где-то 45 можно сантиметров, можно полметра. И набрали тут узор декоративный. Это уже по вашему усмотрению, как вы захотите, как и что делать. Значит, 3 арки между собой верхушку развязали 12-м прутом металлическим. Жесткость придали, как диафрагма у нас получилось, работает. Значит, 3 арки таких. Розы посажены обязательно с наружной стороны. Ну, немножко похожу прямо так с треногой. Покажу вам еще эту перголу, что она из себя представляет и как выглядит. Вот так. Это ее верхушка. И с этой стороны. А тут у нас круглая клумба. Розы посажены. 72 куста, если я не ошибаюсь по памяти. По-моему, даже птицы уже щебечут. Вот это да. Весна все ближе. Вот такой у нас обзор получился. Покажу вам с этого ракурса еще нашу перголу тройную, о которой я рассказывала. И повторюсь, что эта секция у нас 80 сантиметров. Она одиночная. Это считается как добор. 3 арки высотой 2,5 вниз заглублены на полметра и забетонированы. По ширине они 45-50 сантиметров. Вниз полметра, вверх 2,5, между ними 80 или метр. Шире не надо уже, потому что розы тогда не завьют и не создадут сплошную стену. Розы посажены с наружной стороны арки. Это важно. Ширина 2,80. Можно делать чуть-чуть шире или даже уже, чтобы сошлись розы вверху. Еще что хотела сказать. Труба, повторюсь, 20 на 20 или 25 на 25, смотря какие сорта роз у вас посажены. Если сильно мощные, то лучше 25 на 25. Диагональная перемычка соединяет одиночную секцию с прямоугольной П-образной. По верху они развязаны прутом, а тут трубой такой же. 20-я развязана. Что еще хотела сказать? Еще хотела сказать, покрашены они вначале прогрунтованы, а потом покрашены краской по металлу. Розы я фиксирую ниткой
войлочная, не войлочная, такой не синтетической, чтобы легко она, ну, вот такая, покажу вам, когда буду подвязывать. С наружной стороны мы горизонталем распределяем наши розы. По сортам роз. Тут у меня посажено по этой стороне 5 штук, по той стороне 3. Все розы, к сожалению, разные, как я говорила, но лучше сажать парами, потому что, допустим, вот там у меня Хендель, розочка растет, она вообще почти не наросла. А с этой стороны Пьер де Рансар, и представьте, какая пара. Та вообще не наросла, а этот наполовину. Пьер де Рансар необычайно пышная, большая роза такая. Дальше идет роза Эльф, и ей в пару White Down. White Down как-то у меня поменьше, не наросла еще. Эльф, мощная роза, большая, с красивыми кремово-белыми цветами. Следующая с этой стороны безвестная белая роза плетистая, пена прямо белая, цветы довольно крупные. Название потеряно, не знаю, может мне кто-то подскажет летом, как она называется. А с другой стороны у нее белая плетистая роза. Название забыла. Покажу вам весной. Может быть, определим мы. Как дальше Розариум Ютерсон и парфюм Рояль. Роза необычайно красивая, которая у меня была в начале в чайно-гибридной форме посажена на круглой клумбе. А потом я такую же плетистую захотела. У нее необычайно глянцевая, красивая листва. Я еще 2 куста ее докупила. И чайно-гибридная с этой стороны, она так мне закрывает, Мэри Энн, спот от Чип и Дейла. Я вам за нее рассказывала. Ну, вот, в принципе, мой небольшой обзор сюда. Промежуток между арками я встану. Небольшой обзор про мои опоры для плетистых роз. Систему тройную из пергол. В планах у меня, чтобы вся верхушка была завитая. А тут у нас стоит качеля. В этом году, может быть, поставлю столик и кресло. Не знаю. Обзорность как раз на круглую клумбу. Я когда проектировала, как располагать свои розарии, я так и думала, чтобы видовые точки были. Тут будет на круглый газон, а с той стороны лавочка сюда на тройную перголу. Очень красиво. Розы вообще украшают наш мир, нашу жизнь. Ценят ли это люди, такие прекрасные подарки природы? Это другой уже вопрос. Ну, всего хорошего за внимание вам. Подписывайтесь на наш канал. Солнышко сегодня такое. Ставьте лайки, если вам было полезно. А я в следующий раз сниму видео обрезка кустовой формы гортензии Skyfall, или у меня еще есть и полярный медведь. Посмотрю, какой лучше. Букетную обрезку штамбовой гортензии букетом. Мы ее как формировали. Я рассказывала в прошлом видео. Ссылку вот тут закреплю, чтобы вы могли посмотреть. Ну что, весна все ближе. Работ скоро будет все больше. И нам некогда будет искать что-то в интернете, смотреть. Поэтому делайте опоры для роз уже сейчас, планируйте. Одиночные опоры типа стеллы для клематисов и для роз я вам покажу, когда будем устанавливать. У меня много по участку одиночных роз, не штамбовых, а плетистых. И я хочу на обелиске, или стелла это называется, не знаю, как, посмотрю еще, поставить. Ну, не везде же нам арки по участку делать, просто будут как колонны розовые. Я вам еще расскажу. Птицы точно поют.
Всего хорошего.